Я очнулся привязанным к дереву. Веревки впивались в тело так, что невозможно было пошевелиться. Холодная корка росы кололась сквозь рубашку, и каждая волна боли от натянутых канатов отдавалась эхом по всему телу. Голова кружилась. В ушах стоял звон, и мир вокруг казался приглушенным, как если бы я оказался внутри огромного колокола. Браконьеры избили и бросили меня здесь умирать. Месть за годы борьбы с их нелегальным промыслом. Я знал их лица, их дыхание в ночи, слышал их смех, когда они считали свои трофеи. Они думали, что разорвали меня, как веревки на старой сетке. Они ошибались. Но это было не самое страшное. Массивный бурый медведь стоял в нескольких шагах, его янтарные глаза смотрели прямо на меня. Воздух застыл в зловещей тишине. Вокруг пахло смолой, влажной землей и лесной листвой. Где-то далеко хлопнула дверь, богатая птица взлетела с ветки и тут же замолчала. Я считал секунды, будто их можно сложить в ритм, который дал бы надежду. Вдруг зверь встал на задние лапы, возвышаясь надо мной на 3 метра. Огромная лапа взметнулась вверх. Я зажмурился, прощаясь с жизнью. Удар. Но вместо острых когтей я почувствовал только резкий толчок рядом с плечом. Мощный удар пришелся точно по веревке. Вокруг ствола, сердце которого я не слышал, оказалось слишком громким. Медведь замахнулся снова, еще удар, снова по веревкам. Огромный хищник целился не в меня. Невероятная мысль пронзила меня. Это животное пытается меня освободить. Как могло такое быть? Я вспомнил ночи у разгоревшегося костра, когда рассказывал маленькому еще медвежонку истории, пел глупые песни, делал ему теплое молоко из бутылки, а он, уткнувшись мордочкой в мою руку, засыпал под звуки моей старой гармошки. Эти воспоминания вспыхнули ярче, чем боль. Зверь опустился на лапы и подошел ближе. Его морда в сантиметрах от лица. Он обнюхал меня, урча, затем вцепился зубами в толстый канат и потянул изо всех сил. Веревка натянулась, но не поддалась. Они были мокрыми от ночной росы и затянуты намертво. Медведь зарычал от злости и ударил лапой по стволу с такой силой, что кора разлетелась кусками. Он рвал веревки когтями, работая с почти хирургической точностью, пытался разорвать узлы. Его движения были осторожными, словно животное понимало. Одно неверное движение этих мощных лап могло разорвать мне плечо. И именно тогда я увидел это. Длинный неровный шрам на его боку, частично скрытый шерстью, но все еще заметный. Линия шрама изгибалась, как река на карте, и я замер, не веря своим глазам. 3 года назад, ранней весной, я нашел маленького медвежонка, дрожащего возле тела его матери. Браконьеры застрелили медведицу, а малыша ранили, когда он пытался ее защитить. Рана на боку была глубокой, рваной, с неровными краями и застаревшей грязью внутри. Я забрал его в свою сторожку и 2 недели выхаживал, чистил рану, накладывал швы, кормил из бутылки. Я ночами сидел, не смыкая глаз, слушая его храп и боясь, что остальные медведи услышат мое присутствие и разнесут все в клочья. Когда медвежонок окреп, я отпустил его обратно в лес. До сегодняшнего дня я больше никогда его не видел. Иногда я возвращался на то место, где лежала мать, но лес отвечал лишь шорохом травы и криком карастели. «Малыш!» – прохрипел я, мой голос дрожал. «Это правда ты?» Медведь дернул ухом. Маленький знак, что он слушает. Он перестал грызть веревку и посмотрел мне прямо в глаза. В этом взгляде было узнавание, память, связь, которая никогда не разрывалась. Я видел в этих янтарных глазах те ночи, когда он отказывался от еды и засыпал у моих ног. Зверь нежно ткнулся носом в мою щеку, грубым лизанием оставив на коже след лесной земли. Именно тогда послышался первый вой. Далекий,
Но четкий медведь мгновенно застыл, уши развернулись. Еще вой, затем третий. Это была стая серых хищников, и она приближалась. Зверь не бросил меня, вместо этого с удвоенной яростью набросился на веревки. Он рвал их когтями, грыз зубами, мощные челюсти смыкались на толстых прядях. Одна из веревок начала распускаться, нити рвались одна за другой, рывок. Веревка лопнула. Мои руки получили чуть больше свободы, но я все еще был привязан. Между стволами деревьев замелькали серые тени. Первый волк показался из-за куста. Крупный серый самец, желтые глаза смотрели на нас. За ним второй, третий. Их было уже 6. Стая медленно стягивала кольцо. Они не спешили, ведь добыча никуда не денется. Медведь повернулся, загораживая меня своим телом, и издал предупреждающий рев, низкий звук, от которого дрожь пробежала по спине. Но волки не отступили, альфа-самец, крупный вожак со шрамом через морду, тявкнул команду. Стая синхронно шагнула вперед. Они ходили как одна мысль. Точные, хищные, без жалости зверь оказался перед невозможным выбором – продолжить освобождать меня или защищать нас обоих. Он решительно развернулся к волкам и встал на задние лапы, его огромная фигура вздымалась над землей. Громкий рев вырвался из груди, звук полной ярости и решимости. Это был не просто рык, а ясное послание: я буду защищать его до конца. Альфа тявкнул, волки начали окружать, 3 влево, 2 вправо. Медведь не мог защищать все направления сразу. Он развернулся к правым волкам, один сделал ложный выпад, зверь ударил лапой. Промах. Второй волк зашел сбоку, медведь крутанулся, отгоняя его тактика стаи – измотать противника ложными атаками. Пока он отвлечен, 2 волка слева начали красться ко мне, пригибаясь к земле. Я дергал руками изо всех сил, веревка понемногу поддавалась, но волки были уже в 10 метрах, их желтые глаза ярко светились. Еще минута, и их зубы разорвут меня. Медведь заметил их, резко развернулся и ринулся с таким ревом, что птицы взлетели из ближайших кустов. Волки отпрыгнули, один огрызнулся, показывая клыки, пытаясь выманить медведя от дерева. Альфа воспользовался моментом и метнулся к медведю сзади. Медведь почувствовал опасность и крутанулся, но волк уже вцепился клыками в его бедро. Зверь взревел от боли и ярости, затем стряхнул противника мощным ударом. Волк отлетел на несколько метров, перевернулся в воздухе и приземлился на лапы, готовый снова атаковать. Я наблюдал за этим абсолютно беспомощный. Мой спаситель сражался за обе наши жизни, а я не мог ничем помочь. Это только разозлило медведя еще больше. Зверь перешел в наступление, делая мощные выпады то к одному волку, то к другому. Его лапы оставляли глубокие борозды на земле, когти блестели в сумеречном свете, каждый удар был смертельно опасен. Прямое попадание убило бы на месте. Стая пятилась, но продолжала кружить, пытаясь разделиться и атаковать с разных сторон одновременно. Медведь вертелся, рычал, не давая им шанса скоординироваться. Один волк оказался медленным. Удар медвежьей лапы настиг его в прыжке, отшвырнув в сторону. Волк заскулил, попытался встать, но лапа подкосилась. Серый хищник захромал, уходя от боя. Стая замешкалась под Ейса. Потеря даже одного члена меняла все, медведь не преследовал. Вместо этого сделал 2 мощных шага к Альфе, встал во весь рост и издал такой рев, что земля задрожала. Пасть широко раскрыта, огромные клыки передней лапы взлетели вверх, готовые обрушиться с разрушительной силой. Это переломило ход боя. Альфа быстро оценил ситуацию. Один волк ранен и не способен продолжать бой. Медведь явно готов сражаться до последнего вдоха, а добыча того не стоила. Он тявкнул резкую команду. Стая начала медленно отступать, не поворачиваясь спиной к свирепому противнику. Волки уходили в лес,
Их серые силуэты растворялись в тенях между деревьями, но я чувствовал, они где-то рядом, наблюдают. Медведь стоял неподвижно, тяжело дыша, полностью вымотанный схваткой. Из раны на бедре темными каплями стекала кровь, но в его глазах все еще пылал непоколебимый огонь. Он прислушался к звукам леса, убедился, что опасность миновала, затем медленно развернулся ко мне. Его взгляд говорил ясно. Он не прошел через все это, чтобы отступить на последнем шаге. Он подошел, обнюхал меня, проверяя, не ранен ли я, затем взгляд снова упал на веревки. Медведь издал низкое рычание, звук полной решимости. Зверь снова вцепился зубами в ослабленную веревку и потянул с новой силой. Я помогал как мог, дергая руками, крутя запястьями. Одна веревка лопнула с глухим звуком, затем вторая, давление на груди резко ослабло. Зверь переключился на узлы вокруг рук, работал осторожно, стараясь не задеть кожу клыками. Еще один мощный рывок, последняя петля лопнула, я рухнул вперед, слишком слабый, чтобы удержаться, упал на траву лицом вниз. Медведь наклонился и обнюхал меня, проверяя, все ли в порядке. Я с трудом пополз к стволу дерева и оперся на него. Зверь опустился рядом, измотанный не меньше моего. Кровь все еще сочилась из раны на его бедре, впитываясь в упругую землю. Я посмотрел на рану и понял, я должен помочь. Неподалеку, брошенный браконьерами, валялся мой рюкзак. Собрав остатки сил, я дополз до него и достал аптечку. Медведь настороженно наблюдал, но не отстранялся. «Спокойно, малыш, дай мне помочь», — прохрипел я. Голос выходил хриплым и тонким, но медведь слушал. Я осторожно промыл рану антисептиком, затем плотно обмотал бедро бинтом. Его дыхание стало медленнее, он поморщился, но терпел, словно понимая, что я пытаюсь помочь. Когда я закончил, зверь тихо урчал. Не от угрозы, а от благодарности. Мы сидели так еще несколько минут, два уставших существа, пережившие смертельную опасность вместе. Медведь первым поднялся на лапы и посмотрел на меня. В его глазах читалась усталость, но и удовлетворение. Долг оплачен. Я понял, что он собирается уходить. Собрав последние силы, я протянул руку. «Малыш, погоди». Медведь остановился, сделал шаг назад, приближаясь. Я дотянулся до его морды, провел рукой, почесал за ухом, как делал много лет назад. Его шерсть была немного колючей от засохшей крови и пня, но теплой под пальцами. Затем нашел шрам на боку. «Ты вырос. Ты стал таким сильным». Медведь закрыл глаза на мгновение, издал тихое урчание, словно говорил: «Я помню». Я никогда не забывал. Его янтарные глаза в последний раз встретились с моими. Долгий взгляд, полный смысла. Он развернулся и направился к лесу, не оглядываясь, не останавливаясь. Между деревьями его темная фигура растворилась в зелени, оставив меня в безопасности и совершенно потрясенным. Я остался сидеть у дерева. Вокруг лежали порванные веревки, земля изрыта следами. Молчаливые свидетели невероятного спасения. Сердце постепенно успокаивалось, но я чувствовал, как каждое движение отдает болью по всему телу. Позже я до конца жизни помню ту пустоту и одновременно полноту ощущений. Страх, облегчение, благодарность и какой-то новый, почти человеческий страх потерять связь с природой. Это была не случайность, это урок на всю жизнь, бескорыстная доброта никогда не забывается. Медведь запомнил того, кто спас его, когда он был беспомощным медвежонком. И когда настал его черед, он рискнул всем, чтобы вернуть долг. Позже, когда я вернулся в деревню, меня ждали вопросы, удивленные взгляды и смесь ненависти к браконьерам и сострадания к раненому зверю. Я рассказал свои истории соседям, и из них выросла легенда — сторож, которого спас бурый медведь. Люди приходили ко мне по совет, по рассказ, а дети — просто послушать, широко раскрывая глаза, когда я говорил о тех янтарных глазах. Я научился иначе смотреть на лес. Не как на ресурс, не как на место с добычей, а как на сообщество,
в котором каждое живое существо — долг и ответственность. Время от времени я возвращался на то место у дерева. Лес менялся, молодые березки тянулись вверх, грибные поляны покрывались новой шапкой, птицы меняли свои маршруты, но я всегда надеялся увидеть ту огромную темную спину между соснами. Иногда мне казалось, что где-то далеко в лесу донеслось знакомое урчание, и я улыбался. Я знал теперь точно. Доброта возвращается, и иногда она приходит на 4 лапах с раненым бедром, чтобы вновь доказать, что связь между человеком и природой может быть крепче любой веревки.